Итак, девчонки, привет-привет. Решила я все-таки по горячим следам снять видео. Будем мы с вами вязать свитер снизу вверх. Но для этого нам все равно нужно будет с вами рассчитать наш реглан. Для этого что нам понадобится для расчета? По минимуму болтовни, как всегда мне пишут в комментариях, побольше дела. Да, что нам для этого понадобится? Ну, естественно, пряжа. Я образец, связать из пряжи образец из 20 петель и 10 рядов. Это у нас ширина петли, ряды у нас высота. Вот. Подобрать, то есть обычной лицевой гладью связать, подобрать спицы. Я буду вязать спицами номер 3. Я буду вязать, ну, образец я вязала на чулочных, это я буду вязать вот на таких спицах, весь свитерочек. Вот, тоже номер 3. Вязать из такой пряжи я буду Янард Бэйби. Голубенькая у меня мало, я вязала образец, но это одинаковая пряжа. Будем вязать из желтенькой. Вот, значит, снять мерки для нашей собаки. Да, я все записываю в тетрадку и вам как бы тоже советую. Пишу, так и пишу. Свитер снизу вверх. Ну, так его обзовем. Все. Что нам нужно? Нам как бы с вами сначала нужно высчитать плотность вязания. После того, как мы связали образец, нам, естественно, его нужно замерить. Я меряю ширину. Она у меня составляет 8,5 петель. Ой, сантиметров. 20 петель, 8,5 сантиметров. Я так и записываю. 20 петель равны 8,5 сантиметров. И 10 рядов у меня равны 3,5 сантиметра. Так и пишу. 10 рядов равны 3,5 сантиметра. Это мы измерили с вами наш образец. Вот здесь я всегда пишу пряжу, с которой я вяжу, чтобы потом, например, посмотреть мои старые расчеты и не возвращаться уже, допустим, не вязать образец. И пишу спицы номер 3, каким я вязала. Потому что если вязать другими спицами, например, естественно, это можно и двойкой вязать, и четверкой вязать, то плотность вязания будет, естественно, другая. Итак, теперь нам нужно с вами снять наши мерки. Какие мерки нам понадобятся именно для этого свитера, чтобы связать снизу вверх? Естественно, нам понадобится обхват шеи, записываем, да, обхват шеи, обхват груди. Нам понадобится высота грудки, только не путайте вот с этой, это нам не нужно. Нам нужна высота грудки до где пересечение между передними лапками. Высота грудки. Нам понадобится ширина грудки, это расстояние между передними лапами. Нам понадобится с вами ширина шага, это от задней стороны, то есть, ну, как бы все пузико до паха. Нам нужно будет вот это вот. Назовем ее, здесь в этом перечне нету, но назовем ее ширина шага, она нам нужна будет. И нам нужно будет все изделие. Ну, вообще-то, как бы, это тоже величина относительная. Многие задают мне вопрос, там плюс вот это, а получается очень много, выходит уже за длину изделия. На вот это давайте не будем обращать внимание. Вот. Потому как, когда вы вяжете, видите, ну, собака не как человек, так скажем, не прямо стоящая, а у нее есть вот этот вот изгиб. И
это уходит, то есть вот ширина шага плюс высота грудки, она уходит, вот здесь немного собирается на холке, но это не критично. Нам нужно расстояние будет от паха до хвостика. Ну, или же вы хотите за хвостик, то есть вот этой задней части. Давайте назовем ее, так и назовем, задняя часть. И все. Да, ну вот по крайней мере пока что я вспомнила. Ну, единственное еще, что если кто-то прям точно-точно хочет вязать, обхват лапки нужен будет передний. Обхват передней лапы. Вот это чтобы нам знать, какой ширины у нас будет рукав. Вот, в принципе, как бы вот и все. И нам нужно записать здесь наши значения. Сейчас я опущу пониже, чтобы было все видно. Вот. Нужно записать значение и рассчитать плотность вязания. Плотность вязания я, значит, пишу следующим образом. Смотрите, как я рассчитываю. Я 20 петель делю на 8,5 сантиметров. Разделить на 8,5. У меня получается 2,35. Я так и записываю. 2,30. Ой, ну, пусть будет так, хорошо. Вот здесь надо записать 2,35. Это в 1 сантиметре 2 петли и 35 там сотых. Ну, в принципе, это, конечно, невозможно, как бы чисто теоретически, но практически это возможно, потому как мы будем вязать не 1 сантиметр, а несколько. Теперь нам нужно рассчитать, сколько рядов у нас в 1 сантиметре. Мы 10 делим на 3,5 и получаем 2,80. Я пишу 2,86 ряда. Вот так. Теперь мы здесь сейчас запишем наши значения. Я это зачеркиваю, пишу как нужно. Обхват шеи. Так, сейчас я черновик возьму. Так, обхват шеи 23 сантиметра. Я буду вязать на 23 сантиметра. 23 сразу пишу, умножить на количество петель. 23 сантиметра умножаю на количество петель в 1 сантиметре. На 2,35. Обхват груди 35 сантиметров. Вот в прямом эфире я делала 35, а сейчас я возьму 34. Давайте сделаем так, потому что 35 это для моей собаки много. Также мы умножаем на 2,35. Дальше идет высота груди. Высота груди у моей собаки 6 сантиметров. Высоту мы умножаем на количество рядов. То есть высоту мы с вами будем вывязывать рядами. Вот показываю рядами, количеством рядов. На 2,86. Дальше идет ширина груди. Ширина груди у моей собаки 4 сантиметра, но я возьму 5. Умножить на 2,35. Ширина шага у моей собаки это составляет 15 сантиметров. Это тоже получается, это высота, это вот это расстояние. Это расстояние от подмышек до, то есть до паха, да, до задней лапки. Это расстояние от передней лапки до задней лапки. 15 сантиметров это ряды, это высота. Мы умножаем на количество рядов. А задняя часть, это вот эта вот часть. Какую часть, вот эту вот, нам нужно будет с вами вывязать, потому что мы начнем отсюда, снизу, и мы будем вот так вот вверх вывязывать. То есть это тоже высота, это тоже ряды. Задняя часть у моей собаки составляет 8 сантиметров. Я умножаю на количество рядов. 2,86.
И обхват лапы передней, ну я так на всякий случай, она у нас составляет 11-12 сантиметров приблизительно, где-то так. Ну я напишу 11, хорошо. И это вот эта вот часть, то есть это петли. Это петли. Мы умножаем на количество петель. Вот. Теперь надо произвести расчеты вот здесь вот и написать их. Просто калькулятором посчитать, одно на другое умножить и все. Итак, расчеты я все математически произвела. Вы обязательно пропишите, где петли, чтобы потом не путаться, где ряды, чтобы нам потом тоже не путаться. Дальше я беру обычные зубочистки, вот так вот ставлю и обчерчиваю кружочек. Ну, не знаю, это вот мой перфекционист заставляет меня так делать. Все. Да, дальше мы чисто графически себе размечаем. Это у нас с вами перед. Вязать мы будем вот так расчеты вести, то есть от грудки. Это грудка, это спинка, здесь будут рукава. И вот так чисто, как бы сейчас где моя резиночка, пополам, да, визуально у нас все делится пополам. Вот наш круг, мы его делим пополам. Это у нас спинка, а это остальные части, запчасти. Вот так. Вот. Девочки у меня на прямом эфире спрашивали, что такое регланная линия. Я, конечно, комментарий написала, но вот эти прямые линии, это регланные линии. Как они выглядят в изделии, я вам сейчас покажу. Вот, видите, вот она, регланная линия. Это изнаночная петля. Она обозначает у нас регланную линию. То есть мы перед делаем убавки или прибавки перед регланной линией. И после регланной линии мы делаем прибавки или убавки. Так выглядит регланная линия. Для этого она нам нужна. Здесь регланная линия, вот она. Вот она. Мы делали здесь с одной стороны убавки или прибавки на грудке. И вот она, видите, вот она идет регланная линия. Ну, то есть вот она изнаночная, а вот наши убавки. Ну, в данном случае это убавки. В этом случае. Регланная линия, опять-таки же, вот она изнаночная. И здесь точно так же. Вот она изнаночная, и вот мы делали убавки. Вот для этого нужны регланные линии. Вот в этом свитере тоже сейчас я вам покажу. Здесь мы делали, вот они. Выделяли мы здесь регланную линию. Здесь регланная линия тоже выделена изнаночной петлей. И с двух сторон мы делали здесь прибавки, потому что вязали сверху. Делали прибавки перед регланной линией, после регланной линии. Вот. Ее можно, в принципе, не выделять, эту регланную линию, но кто-то выделяет маркерами. Маркерами вы выделяете ее как хотите. Я ее выделяю так, потому что, во-первых, так удобнее. Ее сразу видно, мимо нее не пройдешь. И я не люблю вязать с маркерами, они мне мешают. Если вам удобно, пожалуйста, используйте ваш вариант. Итак, смотрите. Изначально обхват шеи у нас получился, у меня 54 петли. У вас это будет ваша цифра. Сразу от нее вот мы закладываем по одной петле, вот этой вот изнаночной, на регланную линию. По одной петле изнаночной на регланную линию. Мы с вами будем набирать 54 петли. Я буду набирать, вы считаете свое количество. 54. Теперь от 54 мы отнимаем 4 петли регланной линии. У нас остается 50. 50 мы с вами делим пополам. Вот так вот, да? И это уходит на спинку. На спинку. Ну, это пока. Это пока чисто теоретически. Сейчас мы будем с вами делать поправки. Я пишу здесь 20
Ну, давайте я напишу 26, четное число. Сюда остается на эту половинку 24. Грудка у меня получилась, ширина груди 12 петель. Сюда я и закладываю 12 петель на грудку. 6 отсюда мы пойдем, и 6 потом мы и закончим. Вот так это будет выглядеть. Теперь рукава. И на рукава, раз у нас здесь было 24, и на рукава остается по 6. Но я не буду писать, скажу сразу. По 6 это много. Видите, даже вот здесь, вот, ну, в любой свитерочек для моей лично собаки 6 это много. Потому что здесь будут прибавки, убавки, и это большое как бы количество. Я оставлю 4 петли. Вот так. 4. Мне важно, понимаете, нам важно, чтобы вот с обхвата шеи выйти на обхват груди на 78. И чем мы меньше здесь оставим, тем меньше нам нужно будет как бы с этим бороться, да. То есть это сюда, и как девочки меня поправляли, получилось 30 петель у нас здесь. Вот такой расчет у нас получился реглана. Теперь нам нужно высчитать количество прибавок. Прибавки мы будем делать только здесь, с двух сторон спинки и с рукавов с обеих сторон. Тут и тут. На грудке вот с этой стороны у нас прибавок, ну, убавок, да, так скажем, у нас их не будет. Вот. Сейчас нам нужно выяснить, берем нашу цифру высота грудки. Высота грудки у меня составляет 6 сантиметров, это 18 рядов. Ну, я там округлила, получилось 18 рядов. Вот. Но из 18 рядов, то есть будет один ряд лицевой, второй ряд изнаночный. Прибавки мы будем делать только в лицевых рядах. Поэтому мы 18, то есть число, которое у нас получилось из высоты грудки, мы его делим пополам. То есть половина рядов у нас будет лицевых. В них мы будем делать прибавки. По идее, это получается цифра 9, но я буду делать 10 убавок, ну или прибавок. То есть я пишу здесь 10. В нашем случае это убавки будут, потому что мы будем снизу вязать. Здесь будут убавки. С этой стороны регланной линии будут убавки. С этой. Они будут вот здесь. И здесь. Все. Если вы будете вязать, этот же расчет может также подойти для вязания реглана сверху. То есть только здесь у вас будет вместо убавок прибавки. Я могу даже вот так вот написать убавки, прибавки. Да? Ну, если кому-то вдруг нужна такая точность. Вот. Это выглядит таким образом. Это начало наше, да? Теперь, то есть середину мы тоже уже прошли, средний этап, это убавки, прибавки. Теперь нам нужно с вами посчитать, что у нас с вами получится. То есть на какую мы же будем вязать с вами снизу, да, вот отсюда будем начинать одно количество петель, здесь у нас будут идти прибавки, потом здесь еще будут прибавки, здесь еще будут прибавки, потому как у нас здесь талия, да, вот, и на какую вот эту вот цифру, да, петель, на какое количество петель нам нужно с вами будет выйти, вот. Поэтому, смотрите, мы пишем следующим образом. Было у нас 30 петель. Сделали мы 10. Ну, прибавок, убавок, там, как хотите назовите, да. И одна у нас уйдет сюда, наша петля регланной линии, изнаночная вот эта петля. Я ее вот так обозначаю. С этой стороны то же самое. И плюс наша регланная линия. Итого у нас с вами получилось 52 петли.
Это спинка. Спередом у нас как бы все обстоит полегче, потому как 6 петель, да, плюс 6, никаких прибавок мы с вами здесь не делаем, поэтому уйдут сюда только регланные линии. Вот эти изнаночные от регланной линии. Итого у нас спереди 14 петель. Вот и считайте: 52 петли плюс 14, плюс у нас получилось 66 петель, а нужно 78. Да? Сейчас я сделаю минус 78. У нас не хватает 12 петель. То есть 6 сюда на подрезы. Но я думаю, что это будет многовато. Поэтому я буду делать на подрезы всего 4 петли. Почему? Потому что когда мы будем поднимать их, все равно, вот видите, здесь придется несколько петель провязать вместе, как бы поднимать петельки, чтобы не было дырочек. Вот. Поэтому 4 будет достаточно. И в процессе носки, одевания и раздевания, вот эта часть, она всегда растягивается. И я ее всегда вяжу не по расчетной цифре, а поменьше. Вот. Итого, давайте теперь разберемся мы с вами. Вот это был перед, да, чтобы было понятно. Это спинка. Спинка. Теперь давайте разберемся с рукавами. Было у нас с вами 4 петли. 10 у нас было прибавок-убавок с одной стороны и 10 прибавок-убавок с другой стороны. Того у нас с вами получилось 24 петли. 24 петли, если вы вяжете сверху и делали прибавки, вы снимаете на дополнительную ниточку. Если мы будем вязать снизу вверх, то мы будем привязывать, то есть добирать 24 петли. Сколько же нам нужно сделать воздушных петель, то есть петель подреза, я уже вам сказала. Я буду делать 4. Мне это вполне достаточно. В идеале их, в принципе, должно быть 6. Но 4 будет достаточно. Итого у нас с вами рукав будет состоять из 28 петель. Это рукав. Ну, второй рукав я прописывать не буду. Там то же самое, аналогично, естественно, да, зеркально все. Вот. Итого, смотрите, что у нас с вами получается. Вот на этом этапе. Вот на сколько же петель отсюда мы должны выйти сюда. На сколько петель? 52, да, у нас петли была грудка. Ой, спинка. Плюс 14 петель грудки. Плюс 4 воздушные петли подреза с одной стороны. И плюс здесь 4 с другой стороны. Итого, что мы имеем? 52 плюс 14 плюс 8. 74 петли. То есть 4 петли мы теряем с вами. Это ничего страшного. Вот так это дело обстоит. Если, опять-таки же, перфекционист внутри вас, который сидит, да, вам как бы что-то там говорит, можете прибавить их вот сюда, в начале. То есть эти 4 петли, которые мы потеряли, то есть сделать 58 петель. И все. И эти 4 петли, которые, ну, вот эту часть оставить так, а 4 петли добавить в спинку. Но есть опять-таки же но. Здесь смотрите, какая идет ситуация. Вот видите, чтобы было красиво, вот так вот, видите, как сходится, да, вот так вот у нас красиво, чтобы было. Здесь у меня получилось нечетное количество рядов, ой, петель. Вот. Но сейчас как бы я не буду так далеко заходить в этом плане. Мы с вами потом там что-нибудь с этой петлей придумаем, чтобы сделать красиво. Вот. Пока давайте оставим в таком варианте. Вот. Теперь смотрите, что у нас, как дело обстоит
с рядами. Мы рассчитали с вами петли. Как обстоит у нас дело с рядами? Нам нужно набрать какое-то количество петель, да? Ну вот попочка, да, вот. Ну, вы можете померить, можете вы вообще вот это вот, ну, как бы не делать. Просто набрать вот это количество петель и вязать по прямой. То есть вот здесь прибавки не делать. Вот этот вот скосик, его можно в принципе не делать. Но я вот заморочилась и вот сделала вот таким образом. Вот. Ну, вы знаете, я как бы не художник, я вот чисто графически так вот, ну, изобразила. Для каких целей? Сейчас я вам объясню. Чтобы нам распределить количество рядов наших, да, вот это расстояние, да, это наша попочка. Помните размер, который мы обозвали задняя часть? То есть у меня это 8 сантиметров. У меня это 8 сантиметров. А в рядах это 20 рядов. 20 рядов. Видите? Но вы не забывайте, то есть нам нужно вот сюда провязать с вами, наверх будет 20 рядов. Но в эти 20 рядов и войдет наша резиночка. Например, да, мы провяжем с вами, например, 6 рядов или 5 рядов резиночкой. Значит, от 20 мы их отнимаем и, естественно, сколько это будет, да. Дальше у нас идет с вами вот это вот расстояние. Вот она. Это ширина шага. Вот это расстояние, ширина шага. Она была равна 15 сантиметров. Я вот так прямо пишу здесь 15 сантиметров. Это значит у меня, да, 40 рядов. Вот так. Вот. Теперь нам надо вот это вот все рассчитать. Мы с вами набираем, да, вот, ну, вы померите там, просто чисто вот так на попочку приложите сантиметр собачки, да, сколько вы хотите, чтобы, как свитер заканчивался, может быть, вообще какой-нибудь треугольник там, ну, это, конечно, бред, я говорю, извините, да, вот 10 сантиметров, да, например, 10 сантиметров. Вот и считайте, если нам нужно вот здесь сделать 10 сантиметров, значит, со скольки нам нужно начать. Если у нас в одном сантиметре 2,35, да, мы 10 умножаем на 2,35, получается 23, ну, 24 петли. Плюс 2 кромочные, итого 26 петель. Да, мы начинаем вязать 26 петель. Провязываем мы там, ну, давайте там 6 рядов, да, пусть 6 рядов резинки, и остается у нас с вами 14 рядов, да, то есть 14 рядов мы с вами будем вязать с прибавками с этой стороны, прибавками с этой стороны, да, вот, и вот смотрите, 26, да, плюс 14 рядов, это получается, остается у нас, это 7 лицевых рядов. У нас будет здесь с этой стороны 7 прибавок, да, и с этой стороны 7 прибавок. Вот так вот, да. Итого, сколько у нас с вами получится петель? 26 плюс 14. Итого получится у нас с вами 40 петель. А нам с вами нужно выйти, помните, на цифру 74. Вот. Но 74 это, смотрите, с учетом того, что у нас вот здесь мы будем с вами формировать талию. Сейчас я повыше подниму. Вот, мы будем с вами формировать талию и тоже здесь делать прибавки. 3 прибавки с этой стороны и 3 прибавки с этой стороны. Видите? Поэтому мы опять задним, да, стороной думаем. Здесь должно быть у нас 74. Вы пишете свою цифру, но 3 прибавки вы должны будете сделать обязательно. Вот так, 1, 2, 3 у вас будет, и 1, 2, 3 будет. Это 6 петель мы должны будем прибавить. Вот у меня получилось 40, да? Еще 6 плюс
6, получается 46. И я отнимаю 74. У меня получается 28 петель. К чему я это говорю? То есть разница, да, нам еще откуда-то нужно будет взять 28 петель. 28 петель это как раз вот это. Вот. У нас вот здесь будет с вами шов. Вот, да, вот так половинки. Это вот оно. Это вот эти вот петельки. Мы будем с вами их добирать. То есть нам нужно будет добрать с одной стороны 14 петель. Вот здесь вот. И с другой стороны 14 петель мы будем воздушными петлями набирать с вами. Опять опускаю я. Вот так, понятно. Ну, вы следите за моей мыслью. Вот, потому что если я сейчас собьюсь, то я сама собьюсь. И вот. И смотрите, и потом мы с вами, тут уже у нас останется с вами опять-таки же не 40 рядов, а тут будет резиночка. Вот, видите, тоже будет немножко, ну, те же 6 рядов, допустим, да, как внизу было, так вот и здесь мы сделаем, да. Итого у нас с вами останется 44 ряда, и мы с вами уже будем распределять наши прибавочки вот здесь, в эти 44 ряда, то есть нашу талию, да, мы с вами сделаем. Но это мы уже сделаем с вами в процессе. Можно 44 там поделить на сколько? На 4, например, части, да, раз, два, три, 4 части получается. И вот количество рядов там в каждом 10-м, например, ряду сделать, или там в каждом 6-м ряду сделать. Это, ну вот, это можно так. Вот эти прибавки как бы так сильно не принципиально. Главное, чтобы они последние не была где-то под мышкой. А все-таки это талия, поэтому они должны быть вот где-то вот здесь, вот, ну, на пузике, в нижней части. То есть уже к грудке, когда мы подойдем, у нас грудка уже должна будет сформирована быть. Все. Вот как бы и все расчеты. Ну, их много, да, их больше получается по количеству и по точности, как бы. Ну, вот оно так вот есть. Я не знаю, как вам сделать, чтобы поместилось. Вы сначала вот можете сделать вот такой скриншот, да, остановить, нажать на паузу, сделать скриншот вот этой страницы, да, потом перемотать немножко и сделать скриншот уже вот этого моего художества. Ну, я не художник, как получилось, так получилось. Вот. И дальше уже можно приступать. То есть я говорю, вот этот вот расчет, не считая вот этой верхней части, вот этот вот расчет, хотя и тот, возможно, только все в обратном направлении. Как сверху вязать свитер, так и снизу вязать свитер. Так что вот расчеты, как могла, я вам на пальцах объяснила. Ушло у меня на это полчаса. Я специально не буду делать монтаж, ничего такого, чтобы быстро вы смогли, я могла быстро выложить видео без всякой подгонки, без ничего, а вы могли быстро все рассчитать, посчитать, как бы, и уже мы будем с вами приступать к мастер-классу. Если у вас, девочки, есть какие-то вопросы, пожалуйста, я всегда оставляю ссылки в описании. Читайте, пожалуйста, описание обязательно, там много полезной информации. Вот. Не стесняйтесь помогать каналу материально, я имею в виду. Вот. Потому что, ну, любая денежка никому никогда не была лишней. Вот. Поэтому я буду очень рада вашей помощи. Вот. Обязательно ставьте лайки. Не пропускайте рекламу. Смотрите, пожалуйста, с рекламой. Это как бы, потому что это, ну, у кого нет возможности, например, да, материально помочь каналу, вы таким образом поможете моему каналу просмотрами. Вот. Потому что от рекламы хоть немножко, но денежка капает. Вот. Обязательно ставьте лайки, обязательно лайки, только лайки, потому что кто-то ставит мне дизлайки, не знаю почему, ну ладно, это их как бы решение. Вот. И обязательно пишите мне комментарии, обязательно, со всеми общаюсь, на все отвечаю. Жду вас всех уже на мастер-классе по
свитерочку. Его обещаю я за неделю закончить, и к следующим выходным вы свяжете уже себе, то есть у вас будет новое занятие, новая головная боль, так скажем. Но сначала нужно разобраться вот с такими расчетами. Все. Всех жду в следующих видео. Всем пока-пока.